Уважаемый господин генеральный секретарь, 18 мая 2022 года так называемый постпред Беларуси при ООН передал вам письмо от диктатора и военного преступника Лукашенко. Являясь руководителем Народного антикризисного управления и членом Президиума Координационного совета Беларуси, признанных на международном уровне структур белорусских демократических сил, я не могу оставить данный факт без внимания. Я обращаюсь к вам лично и публично, так, чтобы меня услышали и вы, ваше превосходительство, и украинцы, и белорусы, и наши международные партнеры. Ведь сегодня все мы, хоть и в разной степени, являемся жертвами не только лжи и манипуляций режима Лукашенко, но и его конкретных преступных действий, закрыть глаза на которые мы просто не имеем никакого права. Как не имеем права допустить, чтобы очередная ложь режима Лукашенко позволила ему получить даже малейшую возможность уйти от ответственности. И тем более найти поддержку в лице руководства самой уважаемой международной организации – Организации Объединенных Наций. Пытаясь выставить себя сторонником мира и отрицая собственное участие в агрессии против Украины, Лукашенко в своем письме заявляет: «Сегодня в мире забывают о том, что белорусы никогда не являлись угрозой для кого-то из соседей. Мы не агрессоры, как нас пытаются представить некоторые государства. Беларусь никогда не была инициатором каких-либо войн или конфликтов». Он пишет вам, что Беларусь искренне и неизменно остается приверженной задаче скорейшего примирения. Однако в этих словах заключена очередная попытка диктатора манипулировать фактами, искажая действительность. Именно поэтому демократические силы Беларуси с самого начала войны призывают разделять народ Беларуси с преступным режимом Лукашенко. Да, белорусы действительно выступают за мир и против войны. Войны, развязанной Россией против Украины при полном содействии режима Лукашенко, прокремлевского марионеточного режима, допустившего оккупацию Беларуси Россией, превратившего ее в плацдарм для нападения на Украину и обеспечившего этому нападению всю необходимую тыловую и инфраструктурную поддержку. И он продолжает выполнять эти функции по сей день. Ни ракетные, ни авиационные удары по украинской территории с территории Беларуси не прекратились. Кроме того, поступает все больше заявлений с украинской стороны об участии белорусских сил специальных операций в наземных операциях, в том числе в Бучанской резне, а также о белорусских наемниках, подписавших контракты с российскими ЧВК. Мы не знаем наверняка, о каком количестве белорусских военных, воюющих на стороне России, может идти речь. Но мы точно знаем о более чем 630 ракетах, выпущенных по Украине с территории Беларуси. Мы точно знаем, с каких белорусских аэродромов по Украине наносятся авиаудары. И точно знаем, что без помощи Лукашенко в Буче, Ирпене, Гостомеле и Бородянке не случились бы все те кошмарные зверства. Ведь именно с территории Беларуси в Украину вошли войска, участвовавшие в осаде Киевщины. Напомню также, что сам Лукашенко публично отрицает эти события, называет их фейком и психологической спецоперацией. Но мы ведь знаем факты. А еще мы точно знаем, что абсолютное большинство белорусов против войны. Мы точно знаем, что тысячи белорусов стали волонтерами и добровольцами, которые сражаются за Украину и платят своими жизнями за ее свободу сегодня и за свободу Беларуси завтра. Мы знаем, что белорусы против агрессии, против оккупации, против присутствия российских войск, военных баз и ракетных комплексов в нашей стране. Белорусы против диктатуры режима Лукашенко, согласия и при участии которого наша страна стала соагрессором в войне с братской нам Украиной. И за каждое из этих против с начала войны задержанием и репрессиям подверглись более 1500 белорусов. Более 60 белорусов были задержаны за активное сопротивление войне. Некоторым из них после задержания прострелили колени. Так кто же репрессирует белорусов за антивоенную позицию и акции протеста? Кто отдает приказы простреливать им колени за то, что они осмелились выступить против войны?
Тот, кто 9 августа 2020 года украл у белорусов выборы и с тех пор ни на один день не прекратил массовые репрессии, аресты, пытки и даже убийства. Тот, из-за кого в белорусских тюрьмах на сегодняшний день находится более 1200 официально признанных политзаключенных. Но на деле эта цифра гораздо больше, и она ежедневно растет. Тот, кто 23 мая 2021 года совершил акт государственного авиапиратства, принудив самолет Ryanair к посадке в Минске и захватив 2 заложников. Тот, кто развязал гибридную агрессию против Евросоюза, устроив искусственный, многомесячный миграционный кризис на границах с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Тот, кто лично признался, что еще 23 февраля 2022 года именно с территории Беларуси за 6 часов до начала войны по территории Украины был нанесен первый ракетный удар. И, наконец, тот, кто 8 мая 2022 года написал вам лживое и лицемерное до последней буквы письмо, единственная цель которого – уйти от санкций и ответственности за все свои преступления. Да, все это один человек. Александр Лукашенко. Диктатор и убийца, марионетка Кремля и военный преступник. И я уверен, что вы прекрасно понимаете, руки, написавшие вам это письмо, по локоть в крови и белорусов, и украинцев. А значит, вы не можете не понимать, что реализация вашего предложения снять с режима Лукашенко даже часть санкций, введенных против него за массовые нарушения прав человека, за преступления против человечности и военные преступления, которые он совершал и будет продолжать совершать, пока находится у власти, это предательство белорусского и украинского народов. Это предательство идеалов демократии, интересов региональной безопасности. Это потворство всем его преступлениям и военной агрессии. Лукашенко пишет вам, что, возможно, это момент истины для ООН, ради которого мы берегли и развивали эту организацию почти 8 десятков лет. И это единственное, в чем я могу с ним согласиться. Это действительно момент истины и шанс для руководства Организации Объединенных Наций занять принципиальную позицию по отношению к военным преступникам и предпринять реальные усилия для того, чтобы остановить их раз и навсегда.